Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Снимаю сегодня видео о своих планах на сентябрь месяц, что я буду раскрашивать. Планы, конечно, грандиозные. Я надеюсь, что я хотя бы половину из этого выполню. Но, как говорится, надежда умирает последней. Глаза боятся, руки делают. Давайте посмотрим, что у меня будет в этом месяце. Первое, что вы уже помните, знаете, кто меня смотрит, это кошки загадочные, картины, пазлы. Здесь мы с Ирой красим каждый месяц. Мы сразу договорились, что будем красить по порядку. И в этом месяце будет вот такой вот котик, кошечка, не знаю. Вот. Дальше. Понятное дело, по той же причине цветовые квесты у нас будут. Это животные. Цветовой квест. Здесь мы тоже распланировали с Ирой, чтобы друг друга не ждать, там не отвлекать. То есть потихоньку красим. Мы выбрали на каждый месяц иллюстрации и потихоньку красим. Ну и также цветовой квест города. Дальше тоже мы с Ирой, здесь все помнят, красим каждый месяц. Colortronic по номерам. Очень нравится, люблю эту раскраску тоже. И с удовольствием крашу. Дальше. Очень много будет книг в этом месяце. Не совсем. Я не знаю, может быть, какие-то и не успею выполнить. Но, тем не менее, я пока это все выбрала на этот месяц. Понятное дело, у нас осень. Хотелось бы пораскрашивать здесь Autumn Scans. Это был Creative Heaven по номерам. Но мне распечатала Люда. Распечатала, иллюстрации шикарные, мне очень нравятся, но, к сожалению, бумага плотная, классная, но вот если красить особенно акварель или там вот на колоры я пробовала, акварельные карандаши, очень плохо она здесь себя ведет. Эта бумага, не размоешь ничего. В общем, не знаю, карандаши тоже не все ложатся здесь. Хочу попробовать, может, что-то осеннее или там несложно, или, ну, в общем, посмотрим. Может быть, маркерами раскрашу, может, карандашами. В общем, пока что она в планах, а там посмотрим. Ну, подумываю купить все-таки оригинал. Может, там бумага будет лучше. Дальше. По номерам также у меня будет антистресс Color по номерам Дэвид Водров. Обожаю эту раскраску, постоянно здесь крашу. Мне очень нравится здесь, как получаются иллюстрации. Ну и парочка тут есть осенних. Может быть, тоже раскрашу. Дальше. Одна раскраска у меня по номерам. Это «Звездные войны». Я ее очень люблю, с удовольствием здесь крашу каждый месяц. А бывает даже, знаете, как не одно, а несколько иллюстраций, как, допустим, в этом месяце сделано. Нравится мне очень эта раскраска. Я не скажу, что я прям хочу в этом месяце ее задействовать, но, как я уже сказала, я ее люблю. И бывает так, что прям вот никаких планов, никаких вообще намеков на планы ее брать. Но бывает, знаете, ни с того ни с сего, думаю, а достану я ее и раскрашу. Вот такое желание. Поэтому в этот раз я решила, ну что уже ее убирать, пусть она будет в этом месяце уже в стопке планов. Дальше. Из хоббитеки. Я хочу «Мир вокруг нас». Тут есть осень, понятное дело, раскрасить. Ну и города, я говорила, большой город. Здесь тоже есть такая прям, я, видите, закладочку сделала. Я так понимаю, больше осенняя иллюстрация, много оранжевого, по крайней мере. Да и они особо так уже не в платьюшках. В общем, хочу раскрасить. Эта раскраска мне как-то, знаете, напоминает не столько Москву, сколько Питер, поэтому хочу с удовольствием тоже ее пораскрашивать. Дальше. Давайте, раз мы уже про номера говорим. Пейзажи в этом месяце также будут. Так, сейчас, что у меня закладка не там, где надо, почему-то оказалось, прилипла. В общем, пейзажи мы тоже с Ирой здесь решили красить
по крайней мере, ближайшие несколько месяцев. Также волшебные миры. Мне эти раскрасочки присылали девочки. Канал Маринины раскраски. Девчонки, огромное спасибо. Дальше. Еще есть, девчонки, по номерам. Еще 2 раскраски. По-моему, 2. В общем, Country Skins. Здесь прям несколько осенних иллюстраций. Да не несколько, их здесь достаточно много. Ну, может, они прям не такие уж осенние, но, по крайней мере, вот, если посмотреть, в принципе, это чисто осенняя иллюстрация. Здесь тыквы. Что-то еще я смотрела. Так. Листочек. Здесь тоже очень много. Если уж не чисто осень, то начало осени, конец лета однозначно. Поэтому я тут вот пару наметила для себя. И если будет желание и настроение, то я, конечно же, раскрашу. Ну и по той же самой причине это, в общем, вот так называется. Не выгорю. Мне их дарила Люда. Привет тебе тоже и огромное спасибо. Дальше. Мы начали с Людой красить в этой раскрасочке Nice Little Town. Раскрашивать начали иллюстрации. Я так ее боялась, слушайте, но когда начала красить, мне безумно понравилось. Вот у меня одна единственная иллюстрация здесь. И, в общем, в этом месяце я хочу что-нибудь здесь тоже пораскрашивать. Она прям такая летняя-летняя, но тем не менее, если будет желание и время, я хотела бы ее все-таки задействовать в этом месяце. Дальше. Давайте. Появилась у меня незадолго до уезда вот эта вот раскрасочка танцы. Это у нас Ленка Филоненко. Шикарная просто раскраска. Шикарные иллюстрации. Они уже тут даже с тенями. Я видела, многие девочки красят карандашами, акварелью, даже маркерами. И очень шикарно получается. Ну и плюс здесь все односторонние иллюстрации, поэтому, в общем-то, можно чем угодно красить. И я бы хотела что-то из этого попробовать, раскрасить. Ну, знаете, такой пробу пера. Получится, не получится, очень хочется. Знаю, тоже вот как-то побаиваюсь ее, хотя раскраска, ну, просто великолепная. Так что взяла ее все-таки опять в планы. В прошлый раз не успела. Дальше. Есть у меня еще один тоже должок. Дейзи Плетчер. Полет фантазии. Мы здесь как-то тоже с Людой собирались красить. Ну, не сложилось. Опять же, по той же причине, потому что мне пришлось срочно уехать. Мы выбирали здесь иллюстрацию. Я не знаю, будет Люда после, так сказать, спустя 2 месяца красить, даже я бы сказала 3. Будет она красить здесь или нет, как и планировали. Но я решила, раз мы уже запланировали, я даже не помню, что мы тут выбирали, где-то у меня должна была быть даже закладка здесь, но что-то не вижу я ее. В общем, я решила, что раз уж мы собирались раскрасить, планировали, выбирали иллюстрацию, то я решила все-таки ее постараться раскрасить. В общем, так быстро сейчас не получится, видимо, ее вам показать. Но я решила, что что-то вот мы, по-моему, здесь где-то выбирали. В общем, я решила ее раскрасить. Если найду, когда я вам потом покажу, если буду красить. В общем, раскраска шикарная, но вот как-то тоже руки до нее не доходят. Поэтому решила в планы ее вставить. Будет желание и настроение, обязательно раскрашу. Ну, а если нет, то, как говорится, не страшно. Дальше, как я уже сказала, планы прям, ну, грандиозные. Очень люблю 2 раскраски, обожаю. Это волшебный мир фей. Хочется мне здесь пораскрашивать. У меня здесь всего лишь одна иллюстрация. Как-то мы начали тоже из сыра здесь красить. Вот, и не сложилось. Одну раскрасили, а потом как-то было все не до этого. Какие-то другие планы, еще что-то. В общем, я решила, что я хочу здесь тоже пораскрашивать. Это у меня даже было в наметках, в
планах что-то вот подобное раскрасить, поэтому, может, конечно, сейчас что-то другое раскрашу, или, может, все-таки то, что хотела изначально красить. В общем, тоже в планах. Обожаю эту раскраску, долго ее искала. Буду красить. И вторая раскраска не менее любимая. Это тоже «Цветочные феи», но уже зарубежное издание. Здесь просто шикарная бумага. Можно сказать, что они односторонние. Иллюстрации просто бомбезные. Получаются просто шикарные работы. Даже вот у меня, не имея там какого-то большого опыта, да, в колористике, получается просто вот восхитительно. Ну, мне нравится, по крайней мере. В общем, я решила продолжить, тоже здесь что-нибудь раскрасить. Вот в прошлый раз мы, когда в рамках челленджа сырой красили, были грибы. Я хотела по весне, планировала ее раскрасить, не сложилось. Там думала в начале лета раскрашу. Видите, у меня тут ландыши даже, но как-то не сложилось. Буду искать либо что-то осеннее, либо уже зимнее время. А может быть, собственно говоря, по плану раскрашу. Но в любом случае мне очень хочется раскрасить. Дальше. Еще две раскраски, которые мне дарила Люда на день рождения. И тоже мне очень хотелось затронуть, но сначала времени не было, потом пришлось уехать, и я так ее и не раскрасила. Здесь есть иллюстрации, которые я уже красила. Есть такой, как некий, как сборник, я бы сказала, это раскраска. Но это неплохо. Можно какие-то свои работы уже по-другому сделать. Знаете, бывает красишь, но блин, надо было по-другому раскрашивать. И, конечно же, или какие-то, как мне кажется, я испортила работы. Поэтому можно будет здесь, так сказать, реабилитироваться. Но вот в планах у меня был на этом развороте либо та работа выполнить. Так и не сложилось. Ну, не знаю, буду именно что-то из этого красить или другое что-то выберу. Но мне бы хотелось все-таки ее затронуть. Начать. И также не менее любимая это «Хрупкий мир» от Кербера Заноса. Также здесь у меня одна выполнена работа, одна начата. И тоже как-то не сложилось. В общем, понятное дело, вот видите, я начала мышку красить и так и не докрасила, к сожалению. У меня здесь, по-моему, только здесь зверюшки раскрашены, как они, забыла, называются. Дьяволы, по-моему. В общем, да, когда нужно, не найдешь. В общем, я хочу сесть их тоже что-нибудь тут тоже раскрасить, потому как всего одна. Да что ж такое, слушайте, одна иллюстрация всего лишь выполнена в этой раскраске, поэтому хотелось бы все-таки затронуть эту раскраску, тем более, что здесь и бумага шикарная, и иллюстрации просто бомбезные. В общем, я люблю Кербера Заноса, поэтому в любом случае будет в планах. Дальше. Мне уже страшно. Геоморфоза. Ну, понятное дело, я каждый месяц говорю, у нас здесь по плану сыра, мы решили ее закончить, поэтому мы сразу определились, в каком месяце какая иллюстрация будет. В сентябре. Так, сейчас. В сентябре это будет вот эта иллюстрация. По-моему, 9-я страничка, если не ошибаюсь. Вот такая вот. Прям страшно, честно говоря, за нее браться. Вообще одна мелочь. В общем, буду красить. Выбрали, значит, нужно красить. Дальше. Дальше. Подарили мне вот такую тоже летом раскрасочку. «Прекрасные сады». Креативная книга раскраска. Очень она мне понравилась. Она такая отдыхалочка. Здесь в основном узоры, ну, цветы. И я планирую что-нибудь здесь все-таки начать пораскрашивать. Посмотрим. Не знаю, еще не решила, что это будет. И если будет время и желание, то я обязательно ее хочу начать. Дальше.
Рита Берман. Ну, здесь, понятное дело, шикарная бумага, иллюстрации. У меня очень мало, к сожалению, здесь раскрашено. Как-то вот каждый раз выбираю иллюстрацию, и каждый раз что-то мешает. То не успела, то передумала, то еще что-то. Поэтому в этом месяце мне бы хотелось. Вот на вербное раскрашивала, воскресенье. Что еще у нас тут? Больше, в общем-то, я хотела еще весну затронуть, но теперь уже, наверное, будем искать осень. Придется осень. Как раз прогулка по временам года. И, наверное, вот что-то осеннее придется красть. Может быть, вот что-то. Ну, тут разворот. Не знаю, осилю, не осилю по времени. Времени не так уж и много. Ну, в общем, в любом случае, я хочу что-нибудь здесь раскрасить. Рити Берман. Дальше. По плану. Опять же, Средиземье, волшебный мир. Это Толкин. Обожаю эту раскраску, этот фильм, книгу. Ну, в общем, безумно люблю Хоббита. Здесь тоже мы сыры по порядку красим каждый месяц. Я уже даже как-то даже здесь мэджиком успела поорудовать. Ну, мэджиком я много где успела покрасить, поэтому, да, все помнят. Ну и когда раскрашивала этих троллей, гоблинов, и тут немножко их затронула. Так сказать, цветовые пятна. В общем, в этом месяце вот эта иллюстрация будет в сентябре. Ну, буду красить. Дальше. Понятное дело, у меня появилась тоже в подарок вот эта дивная луна Марии Тролли. Хочу тоже ее начать пораскрашивать. Здесь достаточно простенькие иллюстрации, легкие. Но для меня пока что все непростые. Но тем не менее, видела, как девчонки вот раскрашивают в этой раскрасочке. Очень нравится. Единственное, смущает немножко, здесь очень тонкая бумага. Мне бы хотелось, здесь вот есть грибы, можно вот так приобщить к осени. Здесь огород прям такой. В общем, я хочу здесь тоже, если получится, я надеюсь прям, что получится, имею в виду, успею. Планы-то у меня ого-го, смотрите какие. И здесь что-нибудь пораскрашивать. Так что еще у меня будет дивная луна Марии Тролли. Ну и еще 3 книги. Не менее любимый тоже художник, не знаю, автор этих раскрасок. Я еще жду несколько книг, поэтому, собственно говоря, скорее всего, будет еще плюс. Ну, 3 книги точно. Наверное, 3-4 книги еще точно будет здесь. Первое, это, ну, я называю ее лесные сказки, а там уж кто как хочет. Вернее, как, не знаю, как правильно, здесь вот сложно перевести уж совсем дословно. В общем, для меня это такие лесные сказки, раскрасочка была. На данный момент она была последняя из новых, самая новая. Я ее тоже не так давно приобрела. И не успела еще пораскрашивать, поэтому хочу раскрасить. Сейчас выходит, у нее уже даже вышла, можно сказать, еще одна раскраска с ведьмочками. Здесь вот был лес, сказочные существа. Вторая, по-моему, ведьмина дача или что-то в этом роде, или прогулки по ведьминым дачам. Как-то так она интересно называется у нее. Ну, в общем, точно, и все ее так и называют, по большей части Хэллоуин, ведьмы и так далее. В общем, я хочу что-нибудь здесь раскрасить. Я обожаю Ханну Карлсон. Все-таки хочу ее начать. Потому что тоже не сложилось. Дальше волшебная шкатулка. У нас здесь с Викой. Мы договаривались с Викой раскрасить еще, по-моему, по весне, если не ошибаюсь. Вот этот вот браслет мы договорились раскрасить, но как-то у нас не получилось, не сложилось. Поэтому обязательно
долги нужно выполнять. Если договаривались раскрасить, то я думаю, нужно раскрасить. Поэтому я, честно говоря, больших каких-то идей нету, как его раскрасить. Но все-таки как раз договорились, и я хочу ее, так сказать, должок свой отдать, раскрасить. Так, ну и крайне из того, что я вам показываю раскрасочкам, это времена года. Тоже я ее 2 раза доставала. Сейчас в августе хотела дораскрашивать, но как-то вот не успела. Времена года. Здесь у меня тоже много начатых, но я хочу, во-первых, докрасить. Здесь у меня вот эти вот цветы были. И коль лишь раз я справляла этот фон, ну, уже сами цветы нужно докрасить, чтобы, как говорится, была готова работа. И также у меня здесь где-то была девушка такая, как раз, по-моему, тоже осенняя. И тоже я сделала фон. В общем, начала ее уже красить. Я не помню, здесь или во второй раскраске. Уже не буду обманывать. Не помню я. В общем, я тоже ее хочу докрасить. Я только не помню, здесь или... Да, здесь. В общем, с волосами вообще что-то не задалось. Как-то не... Ну, в принципе, исправим. Здесь хочу добавить немножко пастели. Все-таки потемнее, что ли, сделать. Ну, хотя бы углы, если уж не полностью. Потому что что-то она, пастель вся прям вытерлась. Мне кажется, выцвела. В общем, я ее хочу раскрасить. Ну, здесь пока посмотрим. Мне очень хотелось какой-то разворот серьезный сделать. Чтобы, знаете, так глобально. Но боюсь, что могу не успеть. Если успею с планами, успею вот эти 2 доделать, а я их все-таки хочу сделать, то какой-то из вот таких разворотов я постараюсь сделать, потому что у меня еще здесь пару, вот видите, здесь нужно что-то теперь будет исправлять, потому что я здесь тоже прям накосячила, прям конкретно, поэтому буду исправлять свои вот эти вот работы. Здесь, наверное, тоже придется что-то придумать. Не нравится мне, что вот все протекло, это не особо красиво, эстетично, поэтому в первую очередь в приоритетах будут эти иллюстрации. Здесь вообще не понимаю, что. Видимо, да, видимо, она прислонилась. Уголок, что я показываю, да? Видите, здесь как-то угол испачкался, он, видимо, прислонился вот сюда. Ну, это вообще совсем не проблема. В общем, вот такие у меня планы. Может быть, что-то еще добавится. Не буду зарекаться, но... Так, и также с Ирой и с Мариной мы красим единорогов морских, этих нарвалов. По плану здесь я вот уже баловалась сегодня, сидела, начала. Вот такой единорожка в этом месяце морской. И нужно его раскрасить. Нравятся мне здесь иллюстрации. Такие получаются простенькие, детские. Такие вот отдыхалочки. Для меня всегда, конечно, они так не особо простенькие. Но стараюсь раскрасить. Где-то еще, по-моему, было. В общем, буду в этом месяце красить своего нарвальчика. Вот такие вот у меня планы. Не маленькие, я бы сказала, даже огромные. Как я уже сказала, еще 3 раскраски как минимум у меня появится. 3-4. Поэтому, скорее всего, они тоже сюда войдут в планы. Ну, а дальше уже, как говорится, из того, что успею, то и выполню. Очень хочется верить, что я это все осилю. Буду, по крайней мере, стремиться к этому. Ну, вам спасибо, что посмотрели меня. Уже как-то подзатянулись мои планы. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Ну, всем пока-пока.